Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. На портале Vimeo вы можете найти мои лекции о разных операх, которые идут в Москве, Париже, Мюнхене, Цюрихе. 6 февраля жду всех в музее Цветаевой на лекции об опере «Садко» к премьере в Большом театре. Уже немного осталось времени до подведения итогов декабрьского конкурса, главным призом в котором стал билет на спектакль «Соломея» в новой опере с участием Елены Стихиной. Пишите комментарии и не забывайте указывать, чем вам нравится эта певица. Наконец, главный конкурс. До 15 тысяч подписчиков. Сейчас их 14 600 почти. Условия простые. Зовите своих друзей подписаться на канал «Сумерки богов». Любой из последних 1000 подписчиков может стать победителем. Приз на этот раз удвоенный: 2 диска и 2 книги. И ваш друг-победитель может поделиться призами с вами. Я вернулся из Милана, где 2 вечера ходил в легендарный театр Ла Скала. В ближайшем ролике я расскажу о живых впечатлениях от новой постановки Тоски Пуччини, которую уже рецензировал по трансляции. Но теперь могу сравнить телевизионные впечатления с живыми. А сегодня рассказ о гала-концерте в честь 50-летия со дня дебюта в Ла Скала знаменитого в прошлом тенора, а ныне баритона Пласидо Доминго. Такие юбилеи в оперной истории еще недавно были невозможны. Если вспомнить, то раньше певцы созревали для больших сцен в 30-35. Как раз лет 35 они и пели в «Зените», а потом, стесняясь и извиняясь перед публикой за то, что уже не могут петь как раньше, покидали сцену под триумфальные аплодисменты. А те, кто не стеснялся петь плохо, старался уменьшить потери любыми способами, например, переключившись на концерты. Или хотя бы извинялись перед публикой. Помню, на каком-то последнем концерте Марии Биешу в Москве она прямо так и сказала со сцены: «Люди добрые, вы уж простите, что лучше петь не могу». В той жизни было нормально уйти в расцвете, а если остаешься, то поменять репертуар премьеров на репертуар маржей. Уже выйти на сцену люди считали счастьем, учили новые партии, каких-нибудь графинь или бабулинек. Конечно, были и тогда казусы, как с Огневцевым, который спел Гремина во сколько там, в 90 лет. Но все же это были эпизоды, и каждый раз они вызывали восторг публики. Помню, как Николай Геда вдруг решил спеть 3 арии в концерте в Венской фольксопере, мне посчастливилось там быть. Как сходила с ума публика. Или как прощалась со сценой великая Леони Ризенек в Зальцбурге. Каждый раз это было сумасшествие, бесконечный восторг. Сегодня на наших глазах все происходит не так. Мне тут написали комментарий про то, что я живу прошлым, но это неправда. Я за настоящее. Но это не значит, что все, что глупо и бессмысленно сегодня, все равно надо поддерживать. Поэтому я за простую логику бытия. И по этой логике артист, как бы не был он велик, должен вовремя уйти. Одно дело дирижеры, которые только к старости становятся интереснее. А вот исполнители и певцы, увы, встать однажды, почистить зубы, умыть лицо и решить: я больше не могу обманывать публику, даже если она готова платить деньги за мои выступления. Зарабатывать можно многими другими способами. Самое страшное для певца — это как Кобзон объявлять об уходе и не уходить. И петь, петь, петь. И ладно Кобзон, певший одни и те же песни. Согласитесь, это даже ненормально, когда пожилой певец на сцене внезапно начинает изображать романтического героя, пускай даже и злодея. Вся пластика, не говоря уже о голосе, сопротивляется этому. И человек, ратовавший всю жизнь за правду на сцене, начинает лгать прилюдно. Я все время говорю, что мету Доминго должен был придумать сам, ведь его выступления после женских нападок пошли в гору. Но, увы, гала-концерт в Ла Скала не был продан целиком. Что это? Слишком задранные цены на билеты, недоверие публики к программе концерта, в котором бенефициар спел 1 арию, 3 дуэта и 1 ансамбль. А может, Доминго уже надоел всем, кто не стал поддерживать его после американских историй? Публика в этот вечер собралась в Ла Скала очень странная. Частично это были старые-старые итальянские меломаны. Они, наверное, еще помнили дебют тенора в 1969 году в Ирнане Верди и другие 2 десятка постановок, которые он спел в этом историческом здании и в театре Арчимбольда, где Скала работал во время длительной реконструкции. Но большая же часть зала была все же заполнена теми, кто приехал в Милан не ради этого концерта, а ради предрождественского шопинга, предпоследнего адвента с ярмарками, миланской праздничной атмосферы.
Щеголяя новыми 11-ми айфончиками Супермакс, они забирались на ярусы в самые боковые неудобные ложи. Этот день точно был днем консьержа. Думаю, они хорошо нажились на китайцах и русских, которым и в голову не могло прийти, что билеты на Доминго в Ла-Скала можно купить в кассе. Иначе бы они их так и сделали, они переплачивали за неудобные ложи. И это сказалось на атмосфере гала-представления, которая превратилась в атмосферу неприятного шоу. Публика не знает просто, как себя вести в таком случае. К чести Доминго он все делал так, чтобы этот концерт не превращался просто в звездное варьете. Поэтому он вышел петь арию Макбета, например, когда уже вовсе играл проигрыш к ней. И публика стала аплодировать точно на концерте эстрадной звезды, где до музыки нет никому дела. Да и вообще весь вечер было заметно, что публика не очень хочет слушать других исполнителей. Им подавай Доминго за те 300 евро, что они заплатили. Но еще больше атмосфера концерта напоминала мне нечто среднее между знаменитым в траурном убранстве колонный зал Дома Союзов и партийным съездом коммунистов. Красный фон и такие же стулья для хора и солистов, оба отделения заканчивались двумя финалами из Макбета Верди, в остальных номерах сиротливо пустовали, точно заседание президиума еще не началось. Особенно несуразно все это было в те моменты, когда на сцене исполнялись только арии и дуэты. А когда хористки, надевшие лучшие туфли на шпильках, заряжались на своих местах, что называется, мерно постукивая каблуками, то как раз все это заставляло вспомнить траурные караулы. Но и этому легко нашлось объяснение. Доминго хотел выглядеть в лучшем свете, а потому на сцене соорудили акустическую раковину, которая мешала повесить какую-нибудь симпатичную занавеску, как любят делать это в наших театрах. Увы, это нисколько не улучшило ситуацию для 78-летнего исполнителя, его не всегда было слышно в ансамблях, да и грим у Доминго в этот вечер был ужасен, кто-то напудрил его слишком сильно и насурмил ему брови, что в сочетании с его вечно неопрятной седой копной, в которой он выходит на сцену во всех постановках, выглядело, как будто гример подрабатывает часто в морге. Кстати, вот еще один участник концерта. Крашеный хной Ферруччо Фурланетто, поющий уже голосом заядлого курильщика с хроническим бронхитом, выглядит все-таки более живым. И поет на автопилоте весь свой коронный репертуар Банка, Прочеду, Филиппа. Думаю, он согласился участвовать в концерте потому, что он уж точно был не самым худшим в этот вечер. Особенно это остро ощущалось в дуэте Филиппа и Родриго из Дон Карлоса Верди, где Фурланетто напрочь забил Доминго. Хотя на самом деле это было мучение слушать великих стариков, которым впору катать шары на бульваре или забивать козла во дворе, но не изображать уже испанских грандов. Но и самого известного на свете шотландца Макбета Доминго плохо удавалось изображать. Арию «Пьета респетта аморе» он поет теперь все время, но, увы, все это очень низко и неточно, вместо протяжных линий, качания и дрожания. В общем, это пение не то, что не идеально, оно позорно для того, кто знавал настоящие триумфы. Я иногда думаю, а почему он вообще решил петь баритоном? Пел бы теноровый репертуар без верхних нот, хуже бы точно не было. Как я уже сказал, эта ария была единственной в концерте, исполненной Доминго. Зато были 3 дуэта. Вообще дуэтная часть тоже была исполнена только наполовину на самом деле. В 2 дуэтах с сопрано Сайо Эрнандес из Макбета и Трубадура Верди, точно так же, как и в дуэте с Фурланетто, юбиляра забила партнерша. Вообще в Ла-Скала Доминго использовал 2 испанских певцов. Кроме Эрнандес был тенор Хорхе де Леон, который весьма скромно исполнил арию Макдуфа из Макбета. Так что некой символической передачи эстафеты молодому испанскому тенору в этот вечер не произошло. А что же Эрнандес? Как вы помните, мне было интересно посетить этот концерт в первую очередь из-за нее. И она не подкачала в дуэте из Трубадура и в арии Елизаветы «Ту ке ле ванита» из Дон Карлоса. Я понимаю, почему ее сейчас многие приводят в качестве противовеса неправильному пению той же Нетребки и даже принимают это за эталон. Но я бы все же отметил, что не зря она не произвела на меня впечатление в прошлом году в партии Адабеллы в Ла-Скала. Дело в том, что она поет драматический репертуар, но настоящего драматического нижнего регистра у нее, увы, нет. Поэтому я послушал записи вроде Джоконды и точно могу сказать, что низ она тяжело отоваривает открытым звуком, причем открывашка идет уже с соль-ля, а это рановато для молодого сопрано вообще-то. То есть я бы не поехал слушать ее в Набуко, скажем, или Макбете, но ее сольная ария в этом концерте в честь Доминго была самой лучшей, что называется, пение без дураков.
Фрагменты из Макбета тоже были в ее пользу, так что можно сказать, что я готов рекомендовать эту певицу и поместить ее в свой список тех, кого хочется слушать. Кстати, этот список все равно намного длиннее, как бы не хотелось представить некоторым комментаторам. Он всех только ругает. Оркестр Ласкала в этот вечер тоже ни разу не выглядел победительно. Под руководством Эвелина Пидо он звучал облегченно, что было на руку некоторым исполнителям. Но в этот вечер были и странные нарушения баланса, например, у сольных духовых. Точно эти люди пришли на концерт без репетиций. Кстати, удивительно, но хор театра очень плохо спел на бис финал Макбета. Видимо, совсем не успели отрепетировать. Согласитесь, если в Ласкала оркестр не может идеально сыграть увертюру к сицилийской вечерне, а хор спеть финал Макбета, то это наводит на нехорошие мысли. Никто почти не хочет, чтобы Риккардо Мути вернулся в театр и вновь начался его дирижерский диктат, но при нем все же не было таких плохих выступлений оркестра и хора. В общем, концерт прошел рутинно. Как-то не было ощущений праздника, и уж точно не было того нескончаемого триумфального восторга, которым раньше сопровождались подобные мероприятия. Похлопав немного и смекнув, что парада бесов не будет, публика потянулась к выходу. Самые стойкие остались, чтобы смотреть, как Доминго под ручку с другими солистами выходит и уходит, выходит и уходит. Если он оставался на сцене, хлопали немного больше, но юбиляр боялся оставаться в одиночку. Чего уж он боялся, не знаю. Хотя одинокие бу раздавались сверху и после его дуэтов, но это было, что называется, не смертельно, да и до сцены вряд ли долетало. Если бы он вышел один на сцену и, как Мария Биешу, попросил бы прощения у слушателей за фальшивое и нестройное пение, они бы принимали его иначе? Ну, как будто действительно в последний раз, прощаясь навеки. Ведь такую публику даже не жалко потом и обмануть, и снова приехать. Тут ко мне в фойе Скала подходили люди и спрашивали, как подписаться на мой блог. И я, если честно, не понимаю, в чем проблема. Подписка на канал «Сумерки богов» ничуть не сложнее, чем подписка на другие каналы в YouTube. Да, для этого надо иметь почту не на всех серверах. Но что стоит потратить 5 минут и зарегистрировать почтовый ящик на Gmail? Он вам всегда пригодится. А если вы уже подписаны, то жмите на колокольчик и не пропускайте новых выпусков. Как всегда, впереди много интересного. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».